Всем привет! Друзья мои, сегодня необычный день, потому что я покажу вам сразу три оформленные работы. Работы были вышиты несколько лет назад, но оформила я их вот только совсем-совсем недавно, буквально неделю назад. Забрала из багетной мастерской и сейчас пытаюсь снять, чтобы показать вам. Почему пытаюсь? Потому что очень быстро сегодня меняется погода от солнца до очень-очень темных туч, и надеюсь, все же что-то получится посмотреть. Немного цвета кажется немного белесоватыми, но я уже поняла, что такой эффект во время съемки дает стекло антиблик. Вот так совсем-совсем светленькое. Нет, вот так вот более похоже. Извините, я буду водить телефоном, пытаясь найти более похожие цвета, оттенки, насыщенность, и не буду ставить его на штатив. Некоторым это не нравится, но мои работы как хочу, так и показываю. Итак, конкретно эта работа была вышита, закончена в июне 2014 года. Хорошо помню, как что вышивала. Возможно, вставлю пару фото процесса. Ну и перед вами готовый результат. Те, кто вышивают, прекрасно знают автора, прекрасно знают этой серии. Да, это Вероника Анжени. Извините за мой французский, к сожалению, его я совсем не знаю. И это серия «Ботаника». Очень хочу вышить... Нет, так совсем цвета неправильно передаются. Уйду снова сюда. Очень хочу вышить ей в пару еще и красную смородину. Из этой серии эти два дизайна мне нравятся больше всего. Вот клубничка и красная смородина. Да, остальные тоже все красивые, но вот мне больше по душе именно эти два. Размер готовой работы оформленной 35 на 35 сантиметров. Оформила так, что она может и стоять самостоятельно, как вы видите это сейчас, и также возможно повесить на стену. Почему именно такая рама? Не помню, на каком именно ресурсе в интернете давным-давно видела подобное оформление, и мне очень это понравилось. Именно если картина будет стоять. Очень-очень интересно, и надеюсь, у меня это тоже будет красиво. Хотя там, где она будет располагаться сейчас, я вам не покажу по причине того, что совсем-совсем темно. Даже если я буду включать весь свет, но это будет неинтересно. Поэтому, пожалуйста, поближе могу вам показать. Давайте максимально близко. Извините, но по прошествии стольких лет я уже не помню, сколько цветов, но не больше, что-то около 20. Нитки это, конечно же, DMC. Тогда вообще другими не хотела вышивать. Да я сейчас не хочу, но пока еще вышиваю именно ими из своих запасов. Сейчас мы пойдем к другой работе, которая была вышита еще раньше. В 2011 году я ее закончила и вышивала вот по этому набору. У меня только два набора, по которым я вышивала. И сейчас, да, вы уже видите, что это золотая коллекция и венок времена года. А сейчас мы с вами пойдем к нему, подойдем поближе. Так, вот сама работа. Отойти дальше у меня не получится. Я уже просто облокотилась спиной о стену. Не получится. Но, надеюсь, все видно и понятно, хоть и... Эх, на небо нашли тучки. Итак, Дим, сейчас посмотрим, как... Может, сюда получится немножечко отойти. Нет, не очень. Ладно, тогда попробуем вот так. Извините, немножечко эхо, но вот так получается. Готовая работа 56,5 на 56,5 сантиметров. Стекло антиблик. Сколько здесь цветов, надо посмотреть в наборе, не помню. Закончила в 2011 году. Начинала, возможно, в 2010. Давайте подойдем чуть-чуть ближе. Очень красивое паспорту. Оно бархатное, тактильное, невероятно приятное. Ну, конечно же, я вам могу рассказать об этом только на словах, тем более теперь это все находится под стеклом.
И паспорту я выбирала как раз в тон к ниткам, которыми и вышиты названия времен года. Очень-очень люблю эту работу. Вышивала с удовольствием, хотя один сложный участок был. Не знаю почему, но очень с большим трудом шло именно вот это. Нет, наверное, не потому, что я не люблю осень. Ну вот затрудняюсь сказать, но весна, лето и зима шло с удовольствием и очень легко. Все выполнялось ниточками оригинального набора. Канва тоже из оригинального набора, но я вышивала так долго, и вы видите, первый раз в моей практике. До этого такого не было, и после тоже ни разу, но вы видите, остался след от маркера. Больше такого не было ни на одной канве, нигде. Но вы видите, остались такие клеточки. Хотя я решила, что ничего страшного, и это не испортит впечатление от самой работы, и я не стану ее меньше любить. Говорить можно очень долго, но вы сами все видите. Работа очень красивая, не могу сказать, что очень простая, но вышивалась с огромным удовольствием и, конечно же, хорошим настроением. Давайте еще чуть-чуть поближе посмотрим. Я приблизила телефоном, хотя, по-моему, и так все понятно. Крест, полукрест, бэк-стич. Очень люблю вышивать бэк-стич, не знаю, почему многие не любят, а я с удовольствием. Сразу любая работа приобретает яркость, выразительность. Но те, кто вышивает, поймет, почему много слов. Те, кто нет, можно и не объяснять. Итак, еще одна готовая работа. И переходим к третьей. И, наконец, свадебный сэмплер. Это работа еще 2012 года. Точнее, закончила ее в 2012, а вот начинала, возможно, даже в 2011, уже не очень помню. Хотя снова проявляется эффект съемки стекла антиблик, и цвета кажутся белесоватыми, такими не очень интересными. Вот если я максимально постараюсь приблизить, вот сейчас они настоящие. Да, темновато, но вот они такие и есть. Темно-зеленые, темные. А вот так они слишком какие-то легкомысленные. Нет, работа очень красивая, насыщенная, но в то же время спокойная. Из-за того, что я ее наклонила, кажется, почти квадратная. Размер готовой работы 37,5 на 42 сантиметра в высоту. Но ее я оформляла только как вариант того, что нужно повесить на стену, поэтому сейчас облокотила, там снизу немножечко выглядывает фетр, и сзади поставила то, на что можно ее облокотить, иначе по стеклу она, конечно же, держаться не будет и просто съедет. А фотографировать, снимать на стене совсем темно и ничего не получится. Работа не самая простая из-за количества крестиков, которые нужно вышивать по одному, потом закреплять, но это просто прелесть. И нет, вот так ее видно лучше. Здесь большое количество разных стежков. Видите, присутствует бисер. Но чтобы бисеринки не ложились, нужно учитывать один нюанс при оформлении. Я этого не сказала, но в принципе ничего страшного, не могу сказать, что их сильно придавили, они все лежат. Нет, некоторые выглядят довольно прилично, но тем не менее очень довольна этой работой и не совсем довольна самой рамой, но на тот момент больше ничего в наличии не было. Посмотрю, как поступлю. Зеленый я хотела увязать именно с листьями, вот с этими самыми листиками, и мне кажется, в принципе, по оттенку они перекликаются. Тем более в той комнате в интерьере вы ее не видите, но поверьте, что подходит. Оформление подходит, хоть и не совсем выдержан стиль. Возможно, вы скоро увидите еще одну работу, которую недавно видели. Да, я не оговорилась. Дело в том, что в планах есть переоформить новогоднюю деревушку, потому что само оформление
хочу другое. На тот момент ничего не было, но оно мне не очень нравится. Да, и я продолжаю баловаться и показывать вам с разных сторон сэмплер. Ну, старалась вышивала, почему бы и не показать. На этом на сегодня о вышивке разговор окончен. В ближайшее время планируется небольшой мастер-класс или рукодельная подсказка по шитью. Совершенно спонтанно, внезапно, но, мне кажется, может пригодиться. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения и обязательно творческого вдохновения. Без него никак. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!